Всем привет! С вами канал Семейные Вкусняшки. И сегодня мы будем готовить этот отличный узбекский плов. Оставайтесь с нами, будем готовить вместе. Начинаем готовить плов. Отмерили нужное количество и промываем под проточной водой до тех пор, пока он не будет чистый. Вода должна быть холодная. Видите, насколько белая вода, грязная вода. Мы будем его промывать до тех пор, пока вода не будет светлая. Все, рис помыли, залили водой. Теперь воду подсаливаем. И оставляем на 4-5 часов. То же самое мы делаем с горохом. Берешь ночничок, засыпаешь горох. Горох у нас такой, толстенький. Промываем его и оставляем его на ночь. Начинаем готовить мясо. Мясо мы используем говядину. Вот она без кости у нас. И довольно много жира, прослойки жира в ней. Нарезаем кубики. Такие 4-5 сантиметров кубики. Довольно большие кубики. Вот, потому что ему будет достаточно время, мы ему даем, чтобы оно у нас ужарилось. Вот такой кусочек отличный. Кажется, что немножко великоватый, но мы ему даем достаточно времени в казане, чтобы он у нас приготовился. Так, почти готово. Немножко здесь жира, мы его обрезаем, но не все, жир остается. Так, у нас получилось здесь 4 килограмма мякоти. Вот. Мы потом вам дадим все пропорции. Еще мы пробуем, если вам это много, вы можете просто уменьшить его пропорционально и приготовить меньше или больше. Сейчас мы будем нарезать лук. Нам понадобится 6 или 5 луковиц большие, белый лук. И будем нарезать его полукольцами. Сильно мелко тоже не надо, потому что фактически его там и не будет у нас. Мы ему дадим достаточно времени, чтобы он уварился. Лука можете кидать по вкусу. Лука много не бывает в плове. Тем более так как мы готовим. Многие люди боятся, что не любят лук в плове. Но как мы приготавливаем его, фактически там и нет. Он даст свой вкус и все, и он разварится. Его не будет. Вот кому не говорю, что жена меня обижает, никто не верит мне. Вот сейчас, вот смотрите, аж слезки текут. А это от лука. Так, сейчас мы посмотрим, что мы здесь приготовили. Значит, нам необходимо будет 4 килограмма замоченного риса. Нам 5 или 6 головок лука, 4 килограмма мякоти. Или же, если на косточке будет 5 килограмм или 6 килограмм, у нас 4 килограмма морковки. Морковку мы используем уже маленькая, она нарезанная, почищенная. Мы только всполаскиваем ее и все. Мы не режем морковку. 4 килограмма морковки. У нас горох замоченный 400 грамм. У нас подсолнечного масла 1 литр 300 миллилитров. Получилось у нас соль 4 столовых ложки соли. У нас черного перца 4 чайных ложки. У нас паприки 8 чайных ложек паприки у нас. И у нас есть куркума, 1 чайная ложка куркумы.
И у нас есть зира 6 столовых ложек зиры. И у нас есть кинза 7 чайных ложек кинзы. 4 головки чеснока и 4 штучки горького перца. Казан готов, печка готова. Сейчас у нас полный огонь, очень много огня. И заливаем масло. Очень важно, чтобы в этот период было много огня. Масло быстро нагревалось, выжаривалось. Проверка готовности масла я делаю так. Беру кусочек лучка. Вот. И опускаю его в масло. Все. Если реакция хорошая, он кипит, значит масло готово. И мы высыпаем лук. И доводим до золотистого цвета. От цвета лука зависит цвет плова. Если вы хотите, чтобы ваш плов был светлый, значит жарите его слегка. Если вы хотите, чтобы ваш плов был темный, значит прижаривайте немножко больше. Я всегда кидаю лук до мяса, потому что лук, когда варится в масле, то он убивает его запах. И масло будет готово для прожарки мяса. Масло уже не будет такое масляное. И вкус мяса будет лучше. Лучок у нас уже поджарился. Мы его вынимаем. Теперь готовность масла. Перед тем, как мы опускаем туда мясо, мы проверяем. Тем же способом проверяем. Опускаем кусочек мяса. Если оно закипело, значит оно готово. Так, теперь у нас мяса много. И я делю мясо, когда мяса много, я делю на 2 части. Наша задача, чтобы мясо поджарилось со всех сторон, а сама влага осталась внутри кусочка. Поэтому должен быть полный огонь. Очень важно. И чтобы реакция была, кипение очень хорошее было, как вот сейчас. Очень важно его поджарить, потому что потом оно фактически будет только вариться. Это мясо у нас уже готово. Видите, оно поджаренное у нас. И оно, кусочки такие упругие, мягкие, потому что вся вода остается внутри. Мы его вынимаем. После того, как мы уберем мясо, я немножко жду, чтобы вода выпарилась из масла, чтобы засыпать следующую порцию мяса. Вот какое оно у нас должно получиться. Большие кусочки, прожаренные со всех сторон. И они у нас мягкие. Водичка остается внутри. Уже вторая порция мяса у нас готова. Добавляем нашу первую. И высыпаем наш лук.
И все это перемешиваем и поджариваем. Все, наше мясо с луком готово. Золотистого цвета. Все прожарено. Ровным слоем высыпаем морковку. И заливаем водой. До уровня, до верхнего уровня. Распределяем ее. Ни в коем случае не мешать. Распределяем. Добавляем горох. И добавляем все наши специи, которые мы приготовили заранее. Я думаю, чуть-чуть водички надо добавить. Теперь, когда вода закипит, огонь надо поставить на минимум. Очень важно, чтобы зирвак варился очень медленно. И варим до приготовления всех продуктов. У нас зирвак медленно кипит. И вот эту пенку можно собирать. Это ж пенка называется или шум? По-моему, мама называла шум. Собираем. И также не мешать. Наш зирвак готов. Варился он у нас где-то 1,5 часа на медленном огне. Продукты все готовы. Горошек, морковка, даже мясо попробовали. Вот теперь мы готовы засыпать рис. Рис засыпаем равномерным слоем. Выравниваем его по поверхности. Выравниваем по поверхности и делаем огонь на максимум. Делаем огонь на максимум и через 3-4 минуты добавляем воду. Водичку зальем, чтобы она только покрыла рис. Сейчас мы доливаем воду. Здесь надо быть очень внимательным. Если вы используете мягкий рис, и он вымачивался у вас больше 4-5 часов, то воды достаточно немного. Если вы используете твердый рис, то воды можно налить немножко больше. У нас был мягкий рис, и он долго стоял, вымачивался у нас, поэтому мы воды дольем только чтобы закрыть рис водой. Огонь у нас на полную, потому что нам нужно выпарить эту воду очень быстро. По мере как вода будет выпариваться с риса, мы будем собирать
рис от стенок к центру. По мере того, как вода выкипает, мы собираем рис от краев и перемещаем его в центр. Фактически мы немножко перемешиваем рис, чтобы у нас казан большой, но не глубоко, чтобы вы не перемешивали мясо, не доставали до мяса или до морковки, только рис. И продолжаем выпаривать воду. Собираем рис в центр. Водичка выпаривается. Громче. Немножко морковочки захватываем. Водичка выпаривается с него. Палочку. Делаем отверстие. Опять же, чтобы выпаривалась водичка. До самого дна. Делаем такие отверстия. Он помогает выпаривать воду и пропаривается рис в центре. Теперь мы берем чесночок, вот так обрезанный снизу, целой головки, и вставляем сюда. Мы берем наш перец и вставляем в эти отверстия. Или не в эти, а делаем соседние. Теперь мы накрываем. Огонь делаем минимум. Накрываем крышечкой. Немножко примнется, ничего страшного. И закрываем. Фактически огонь нам уже не нужен, его можно потушить. И в таком состоянии плов должен простоять минимум полчаса. Накрытый, можно полотенце сверху кинуть. И через полчаса плов готов. У нас плов постоял полчаса. Теперь можно крышку поднимать. Мы достаем перец. Очень аккуратно. Очень аккуратно, чтобы он не поломался у нас. И чесночок, да? Угу. Мы также достаем чеснок. Все, мы его перемешиваем. Сейчас мы его перемешиваем до самого дна. Достаем мясо, морковку. Такой красивый плов у нас получился. Уже можно насыпать и подавать к столу. Это был канал Семейные вкусняшки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальцы вверх, пальцы вниз.
Вот, пожалуйста, пишите комментарии, мы будем читать, отвечать. Готовьте, радуйте своих близких, родных. Вот, и оставайтесь с нами. Пока-пока. Very nice. Very good. It melts in your mouth. It does. Thank you, Olga. Yeah. Yeah, thank you. And your channel. Very yummy. Hit that like button and subscribe.